Когда женщина купила лошадь у неизвестного человека, она обнаружила, что животное ведет себя неожиданным образом, шокируя всех присутствующих. В результате продавец лошади арестован, а женщина узнала всю правду. История начинается со Стеллы, добросердечной женщины, которая недавно получила образование в Англии и вернулась в свой родной город. Она любила верховую езду и, приехав в свой родной город, узнала о местном конном рынке, куда люди из близлежащих городов приезжают продавать своих животных. Когда Стелла посетила сельский рынок, где продаются лошади, она сначала пришла в восторг, потому что там было много доступных вариантов. Восхищаясь всеми животными, она, тем не менее, захотела выбрать самую уникальную и красивую лошадь среди всего рынка. Заметив потрясающую лошадь с блестящей коричневой шерстью, она сразу же решила приобрести ее, не подозревая, что эта покупка приведет ее к неожиданному приключению. Когда Стелла спросила владельца лошади о цене, продавец запросил значительную сумму, поскольку знал, что его лошадь уникальна на рынке. Однако Стелла заключила сделку и приобрела у продавца лошадь по кличке Гром, и они быстро подружились. Несмотря на то, что Стелла почти ничего не знала о прошлом Грома, она чувствовала сильную связь с лошадью. Она решила отдать лошадь в конюшню друга, пока не сможет построить собственную ферму для Грома. Однако радостные мысли Стеллы длились недолго. На следующий день ей позвонили с беспокойством из конюшни, где она держала Грома. Ей сказали немедленно приехать. Приехав, она обнаружила большой беспорядок, поскольку Гром проломил крепкие ворота. Сбитый с толку владелец конюшни спросил Стеллу, знает ли она что-нибудь о прошлом Грома и ездила ли она на нем раньше. Стелла ответила отрицательно, но почувствовала себя неловко из-за сложившейся ситуации. При неожиданном повороте событий ее подруга предложила ей воспользоваться конным двором, чтобы освободить Грома, так как они полагали, что он разозлился из-за ограничений в конюшне и хотел больше свободы. Стелла, похоже, согласилась с этой теорией и побежала за своими принадлежностями. Однако, когда она вернулась со своим снаряжением для верховой езды, Грома уже не было. Ее подруга объяснила, что он убежал, когда она вывела его из конюшни. Стелла начала паниковать, задаваясь вопросом, где Гром, и не упустила ли она чего-нибудь важного из его прошлого. После поисков она еще больше расстроилась, когда поняла, что он исчез. Это было особенно обидно, поскольку Гром был ее первой лошадью, которую она приобрела за собственные средства, а также она была очень привязана к этой лошади. Однажды, услышав новости о Громе, она обратилась за помощью в местную организацию по спасению животных. С помощью спасательной команды они отправились в лес на поиски Грома. К счастью, его нашли, когда он прятался в кустах. Стелла очень нервничала, увидев его поведение, и подумала, что у Грома было темное прошлое, которое мешало ему жить с людьми. Однако спасательная команда отвезла Грома к ветеринару, чтобы выяснить причину внезапной перемены в его поведении. Пока Гром был у ветеринара, Стелла решила разузнать о прошлом своей лошади. Она снова отправилась на рынок в поисках человека, который продал ей Грома, но не смогла его найти. Расспросив других продавцов, она обнаружила нечто неожиданное. Люди говорили, что этот человек был бандитом, его все боялись и не могли ничего сделать. Он вводил в Грома ядовитые вещества, чтобы тот выглядел более статно. Конь был красив, а значит, мог принести более значительную прибыль. Однако химикаты причиняли лошади сильную боль, поэтому она иногда становилась агрессивной. Сердце Стеллы наполнилось слезами, и ей стало так жаль Грома. Как можно так обращаться с животным только для того, чтобы заработать больше денег? Тогда Стелла решила положить конец такой жестокости по отношению к животным и вместе со своей подругой разработала план. Они вместе отправились на конный рынок в соседнем городе, где в итоге увидели человека, который продал Грома. Увидев его, они позвонили в полицию и рассказали им всю историю. Полиция арестовала подозреваемого, и после некоторого расследования они обнаружили конюшню в заброшенном районе, где мужчина занимался незаконной деятельностью с лошадьми, чтобы сделать их красивее и крупнее за счет химических препаратов. Когда подозреваемый был арестован, жители города были очень благодарны смелому поступку Стеллы.
Нас вдохновило то, как простые люди, такие как Стелла, могут изменить мир к лучшему. На примере Стеллы и Грома показано существенное различие между отстаиванием справедливости и мирной жизнью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.